Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я Камсо Абдурахманов. Сегодня 10 декабря 2017 года. Пришло время рассказать о том, где я нахожусь, и о том, как я тут оказался. Делаю я это вынужденно. С тех пор я не раскрывал этой информации, опасаясь того, что Россия может использовать эту информацию для причинения мне вреда, для создания мне дополнительных проблем. Однако оказалось, что Россия не единственная страна, которую мне стоило опасаться. Итак, 11 июля 2017 года я прибыл в Польшу прямым авиарейсом из Тбилиси в Варшаву. Я прибыл не один, а вместе со своей семьей, женой и 3 малолетними детьми. Сразу по прилету в аэропорту Варшавы я подал письменное прошение о предоставлении мне и моей семье международной защиты. Прошение я передал сотрудникам пограничной охраны, которые тут же нас задержали. Меня поместили в тюрьму, а мою семью в специальный хостел под конвоем пограничников. На следующий день мы предстали перед польским судом, где мне сообщили, что я числюсь в шенгенской базе данных как лицо, которому следует отказать во въезде в зону Шенген, и что я якобы могу быть вооружен и опасен. Далее нам зачитали абсолютную ложь. Якобы мы были задержаны, и только после задержания мы обратились с просьбой об убежище. Это было в лучших российских традициях. То есть погранслужба Польши представила все так, будто мы пытались нелегально въехать на территорию Польши, были задержаны и затем только обратились с просьбой об убежище, чтобы таким образом избежать наказания. Это абсолютная ложь. Ее легко опровергнуть, но суд не принял во внимание наших объяснений и назначил нам арест сроком на 2 месяца. И нас отправили в закрытый лагерь для иностранцев. Это такая тюрьма для семейных. Таким образом, мы были незаконно лишены свободы. Я, конечно же, обжаловал это решение в вышестоящем суде, но это не увенчалось успехом. Спустя 2 месяца срок ареста был продлен еще на 4 месяца. Это решение я тоже обжаловал и опять безуспешно. В какие бы компетентные органы я не обращался с просьбой прекратить незаконное нарушение наших прав и восстановить наше базовое право на свободу и личную неприкосновенность, я получал отказы. Но я надеялся, что власти Польши проверят предоставленную мной информацию, поймут, что мы не представляем никакой угрозы, что мы прибыли в эту страну, спасаясь от незаконного преследования на родине, поиска защиты и освободят нас из тюрьмы, предоставив какую-либо форму защиты. Я ошибался. На днях я получил негативное решение по предоставлению мне убежища. Решение принято настолько необоснованно, со столькими процессуальными нарушениями, что у меня не остается сомнений в том, что я снова стал жертвой каких-то политических интересов. На протяжении последних 2 лет я веду борьбу с российской правонарушительной системой. И я одерживаю победу над этой системой на международном уровне, в международных институтах. Например, Интерпол признал запрос России о моем международном розыске противоречащим Конституции данной организации и ее правилам, и аннулировал запись о моем розыске. Меня также исключили из той самой шенгенской базы, где я фигурировал как персона нон-грата. Правда, внесла меня в эту базу не Россия, а Германия, но это уже другая история. В любом случае, это было сделано с российской подачи, и главное, что меня в этой базе больше нет. Соответственно, нет больше никаких оснований и у Польши считать меня опасным и держать в тюрьме. Причем этих оснований нет уже давно. Меня из этой базы убрали сразу после того, как я обратился к ним с требованием разъяснить мне причины внесения. То есть любые попытки России вывести мой вопрос за пределы своего государства не увенчались успехом. Удивительно, что человек, который успешно борется с российским беспределом,
оказался жертвой польского беспредела. Избежав незаконного ареста в России, я попал под незаконный арест в Польше. Я получил удар оттуда, откуда я его не ждал. Я хочу обратиться к польской власти, держателям власти в этой стране. Я вместе со своей семьей прибыл в вашу страну, потому что вы подписали конвенцию по беженцам, конвенцию по правам человека и заявили тем самым всему миру, что вы правовое государство и вы готовы предоставлять защиту людям, незаконно преследуемым в странах происхождения, и что вы не нарушите их права. Я прибыл к вам с просьбой о защите и оказался в тюрьме. А сейчас я еще получил и негативный ответ о предоставлении убежища. Неужели вы готовы отдать меня на съедение России? Отдать меня кадыровцам? Отдать меня туда, где меня ждут великие мучения, великие унижения и мучительная смерть в заточении? Если ваша страна не готова предоставить защиту мне и моей семье, то кто вообще может рассчитывать на вашу защиту? Я призываю вас восстановить мои права, освободить меня и мою семью из заточения и предоставить нам защиту и возможность спокойно жить в вашей стране. А если вы не готовы предоставить нам защиту, то дайте нам возможность беспрепятственно уехать туда, где мы сможем рассчитывать на защиту. Но не отдавайте нас на верную и мучительную смерть. Я также обращаюсь к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Верховному комиссару ООН по правам человека и всем иным организациям, призванным осуществлять надзор за соблюдением прав человека в Европе и в целом в мире. Как такое возможно, что в одной из европейских стран, которую принято считать правовым государством, я вместе со своей семьей, не нарушив ни одного закона Польши, ни одного закона Европы, да и мира, сижу в тюрьме? Как такое возможно, что, имея такое количество неопровержимых доказательств преследования в стране происхождения, я получаю негативный ответ, да еще и с нарушениями процессуальных норм? Обратите, пожалуйста, внимание на мою ситуацию, вмешайтесь в нее и сделайте так, чтобы восторжествовала справедливость. Я прошу всех неравнодушных распространить это обращение, по возможности сделать к нему субтитры на английском, чтобы оно достигло адресатов и было ими услышано. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.